Всем привет! Вы снова на канале Stealth Cat, а тем, кто впервые, я кратко расскажу. Я прохожу разные боевые локации в игре The Last of Us часть 2 с одним ножом в случае с Элли, или простыми удушениями или заточками в случае с Эбби. Ну или с минимальным набором оружия и ресурсов по-разному. То есть, но в основном это нож и удушение. В сегодняшнем ролике я буду обозревать свое же прохождение, наблюдательный пункт серафитов. В свое время я испытал немало сложностей в прохождении этой локации, потому что там какие-то запутанные ходы, непонятно какой ход куда выводит, какие-то лестницы, то она есть, то она обрубленная, вообще непонятно. Вот. Ну, в итоге я разобрался со всем, ну и сейчас посмотрим, как можно пройти эту локацию, убив абсолютно всех. Это не обязательно делать, но об этом позже в конце ролика. Погнали! Итак, я сначала показываю то, что это действительно реализм. Ждем, пока серафит белый, получается, уйдет на свою локацию, и крадемся вверх. Убеждаемся в том, что серафит не смотрит в нашу сторону, которая внизу, и прыгаем еще выше. Женщина-серафит уходит в сторону, она нас не видит. Нам нужно первым делом ликвидировать лучника. Почему лучника? Ну, потому что у нее такой маршрут патрулирования, она между пролетов может увидеть, как мы будем красться, если бы мы, допустим, пошли за серафитом, мужчиной, за лысым. Далее, не приближаемся вплотную вот к этому красному ящику, потому что сверху могут нас увидеть. Ждем серафита азиата. Его можно придушить немножко дальше, но там рискованно. Я это делал несколько раз. Там рискованно просто. Он доходит до своей точки, до одной из, и быстро разворачивается, поэтому там надо быстро. Я не стал записывать так, потому что это рискованно, не для всех подходит. А здесь как бы мы, ну, можно сказать, перестраховываемся. Вот, его можно душить прямо здесь, вот прям где мы его сейчас взяли, но я его отвел так на всякий случай, ну и так красивее. Вот, а так его также можно там оставлять, там никто не увидит. Далее, идем не дальше, а вниз спускаемся, наоборот, обратно. Вот как раз к этому серафиту лысому. Вот он идет к нам, который в начале локации заходил сюда. Я его убираю здесь, потому что его можно оставить напоследок, как и черного серафита женщину. Ну, полная, я ее в конце буду убивать по понятным причинам, потому что ее не убьешь сразу, она много шума поднимает. Поэтому, ну, я решил ее одну там оставить. То есть, так можно их вдвоем оставить, также вернуться на локацию, как я это сейчас сделаю. Далее. Вот, и убить тоже сначала его, потом ее, но я решил оставить чисто эту женщину полную, чтобы вот она там, я знал, что она там одна осталась, и все. Далее идем дальше выше, получается, дальше выше. Берем стрелу, ну я так ее взял на всякий случай. И ждем белую женщину. Она сейчас там ходит по своему маршруту, и она приходит сюда. У нее такой маршрут получается буквой Т. Ее тоже можно убрать в разных точках ее патрулирования, но я решил вот здесь, потому что, опять же, почему? Лучника мы убрали уже. А если бы я ее убирал вот в этом месте, то лучник мог бы нас заметить. Это уже было у меня не раз, и поэтому я сначала лучника убираю, и чтобы, ну, перестраховаться, чтобы можно было здесь спокойно вот эту женщину задушить, да и все. Убеждаемся в том, что в этот проем никто нас не видит, и залазим сюда. Тут укромный уголок, хороший обзор. И мы можем наблюдать, получается, за двумя, можно так сказать, последними серафитами. Это вот мужчина, который у нас тут рядышком, и женщина на дальней локации. Женщина сейчас подходит, получается, к обрыву. Мужчина уходит. Я сразу
Не иду за ним, потому что он, во-первых, оборачивается, а во-вторых, вот сейчас, когда я иду, сзади женщина к нам спиной. То есть она с той локации, на которой была сейчас, она уходит от нас. Получается, она спиной, поэтому так я смело шел и не оборачивался. Ну, потому что я раньше оборачивался, и я убеждался в том, что она действительно уходит, действительно спиной к нам. Ну и все. Ну, тут, конечно, лев у нас суета-сует. Да. Суетится постоянно, что-то под ногами путается. Это, кстати, неудобно. Иногда вот эти второстепенные наши друзья, партнеры, они нас выталкивают из укрытия. Вот если я вот здесь сижу, к примеру, и он подходит, и он может, если он тут тоже решит присесть, он меня вытолкает просто, меня заметит. Это плохо, это такой нехилый огрех разработчиков. Ну, тут, я думаю, все понятно. Просто аккуратно крадемся за этими колоннами. Не спешим. Вот по этому маршруту женщина шла тогда, когда я шел за тем мужчиной Серафитом. Тут я ее скинуть хотел, не помню, я ее скинул, нет? Ну так, чтобы покрасивее. Труп летит, типа. Ну да, летит, мы этого не увидим. Ну и все, и у нас осталась, получается, одна чернокожая полная женщина. Ее, понятное дело, можно забить, как в локации покосившиеся дома, то есть закидать бутылками, кирпичами, там можно вручную загасить, вот. Но я залез в инвентарь, посмотрел, что у меня там есть, у меня там оказались ресурсы для изготовления заточки, и я подумал, что с заточкой будет просто убийство покрасивее. Вот. Также я стрелу взял, можно было с арбалета ее убрать в лоб, как бы одним выстрелом. Но я решил так сделать, просто так покрасивее. Вот, мы ее благополучно убираем, ну, собственно, и все. Как я хотел сказать в начале, вот в конце говорю, эту локацию можно пройти вообще по стелсу. На это уйдет где-то от 1,5 до 2 минут примерно. То есть можно пройти вообще, вас никто не заметит. Ну, кроме, наверное, вот последней женщины, которую я скинул вот перед полной. Вот, потому что она находится непосредственно на той локации, где выход, собственно, да, выход, где эта дверь. Вот, поэтому я не думаю, что можно пройти прям тихо, чтобы и она даже не заметила. Вот, то есть, и ты ее в любом случае гасишь и поднимаешь кипиш, но тогда ты уже за той дверью, которая впереди, дальше по сюжету, и там как бы никаких проблем нет. Вот, там они подняли кипиш, уже пофиг, то есть ты уже пошел дальше. Вот. Так что, а я, как я уже говорил в ранних видео, у меня задача убрать всех противников, даже если это бессмысленно. Просто мне это интересно. То есть вот есть локация, есть определенное количество противников, неважно их много, мало. Вот, и мне нужно их убрать. Просто вот такая задача. Я ее сам себе ставлю и выполняю. Ну, потому что если бы я не выполнял, я бы, скорее всего, не записывал бы ролики. Было бы странно, если бы я записывал ролик моих факапов, так скажем. Вот. Поэтому, если понравилось, ставьте лайки. Если кому-то помог, я очень рад, потому что сам испытывал трудности, искал контент, чтобы, ну, так скажем, подсказку, чтобы подсмотреть где-то что-то. Вот, но так и не находил. Поэтому, если я чем-то помог, это очень круто. Вот, если понравилось, подписывайтесь. Не понравилось, дизлайк липаните. Ну, или в комменте что-нибудь пишите, если какие-нибудь вопросы возникли. Вот. Ну, хейтеры тоже пишите, что, побазарим. Вот. Так что на этом, наверное, все. Всех обнял, всем пока. И всем мир.